Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить масштабной модели Москвич-408, которая выпускалась с 1973 года на заводе Тантал и вплоть до 1991 года на заводе Радон. После 1991 года эта модель выпускалась силами заводов Агат, Инкотекс и Массар. Эта модель была копией на реальный советский автомобиль Москвич-408, который выпускался с 1964 по 1975 год на московском заводе малолитражных автомобилей МЗМА, а также короткий период с 1966 по 1967 год производился этот автомобиль в Ижевске. До конца 60-х годов он пользовался хорошим спросом за границей и более половины выпуска было экспортировано. Москвич-408 была второй масштабной моделью легкового автомобиля завода Тантал после Москвич-412. За весь свой период производства модель претерпевала множество изменений, особенно в первые годы производства. Потому ранние модели Москвич-408 сегодня стоят очень дорого на аукционах, и торги за них проходят ожесточенные. Общим для всех Москвич-408 является то, что корпус модели сделан из металла и открывающимися деталями у нее является только капот, под которым находится имитация двигателя. В номерных моделях для маркировки капотов применялась система обозначений из 1, 2 или 3 точек. В постномерных моделях на капотах уже ставили цифры от 1 до 8. В остальных деталях ранние и поздние модели очень отличаются между собой. Даже каталожный номер А1 первоначально был присвоен Москвичу 412, а позже уже его закрепили за моделью Москвич-408. В принципе, Москвич-408 и Москвич-412 отличаются только надписями на днище и формой деталей двигателя. Самые ранние модели Москвич-408 появились в 1973 году. Делали ли эту модель цельнолитной, мне неизвестно, так как фотографий или фактов об этом я не нашел, но информация про то, что такой вариант существовал, все-таки есть. Точно можно сказать, что эту модель делали цельномордой, то есть решетку радиатора и передний бампер делали одной деталью. Бампер не имел клыков и был уже без имитации номерного знака. Колесные диски на эти модели устанавливались точенные со сквозной осью. Задняя часть автомобиля производится гладкой, и на ней не видно ребро, отделяющее крышку багажника от нижней части корпуса. Капот у этих моделей был впереди с кромкой и с так называемым первым типом крепления с пластиной, через которую продевалась петля. Задние фонари у моделей устанавливаются более крупные, если сравнивать с поздними моделями. Имитация зеркала на лобовом стекле сделана более объемной. На передних фарах сеточки на дефлекторах еще отсутствуют, и они полностью гладкие. Передняя форточка на двери идет не прямая, как на поздних моделях, а немного изогнутая. Если смотреть со стороны, то линия от стоек передних дверей до стоек задних дверей идет не в форме трапеции, а более плавно, как дуга. Также стойки на более ранних моделях выглядят более толстыми. Днище у модели было пластиковым и упрощенным по сравнению с более поздними вариантами с точки зрения имитации ходовой и выхлопной систем. На днище вплоть до 1975 года наносились надписи названия модели Москвич-408, указывался масштаб модели 1 к 43, год выпуска 71 и номера модели А1. Также был так называемый артикульный Москвич-408, у которого вместо года выпуска И1 был нанесен артикульный номер ART SSO 51 и цена 3 рубля 50 копеек. На некоторых днищах в задней части было отверстие, которое встречается реже, чем днище без этого отверстия. Это отверстие по некоторой версии досталось от пресс-форм французской модели Dinky Toys, и за него цеплялись прицепы. В 1975 году происходит замена объединенной решетки радиатора с бампером на раздельные детали. На бампере появляются клыки, и под самим бампером на кузове также появляются выступы в виде клыков. Бампера у Москвич-408 устанавливались с более короткими клыками по сравнению с поздними вариантами. Еще некоторое время днище устанавливается раннего образца с годом выпуска 71. Фары наиболее часто встречаются квадратной и чуть реже с 2 или 4 круглыми и сеточками на дефлекторах. Чуть позже колеса меняют с точенных на стандартные.
В этом же 1975 году происходит замена днища на более проработанное и соответствующее реальному автомобилю. При этом ранний вариант такого днища производится с крепежным отверстием для винта, которое находится на некотором расстоянии от передней оси. Капот также идет с пластиной для крепления первого типа, но уже без кромки, а с утолщением по краю. В период с 1975 до 1977 года возможна комплектация этих моделей капотами на 3 зажимах и одновременно с этим вплоть до 1980-81 года капотами на 2 зажимах. В 1976 году происходит изменение формы задней части модели и становится видно ребро, которое отделяет крышку багажника от нижней части корпуса. Это ребро с каждым годом становится все более рельефным. В конце 1976 – начале 1977 года на днище крепежное отверстие для винта смещается ближе к передней оси модели, и там она остается до самого конца производства. Примерно с 1980-81 года капот стал крепиться на 3 отдельные петельки и так до самого конца производства, а в 1982-83 году на днище Москвич-408 появляется надпись Made in USSR. В середине 80-х годов на решетке радиатора с круглых фар исчезают сеточки, а позже на решетке с квадратными фарами исчезает толстая полоса посередине. Примерно в 1986-87 году с днища пропадает каталожный номер А1, эмблема на передней решетке не подкрашивается красной краской и меняется форма колков на бамперах, они становятся длиннее. На колпаках колес посередине появляется выступ. В постномерных моделях мог отличаться шрифт на днище по ширине и также могла отсутствовать надпись Made in USSR. Произошло изменение форм деталей отсека двигателя в основном в сторону уменьшения и сужения. У постномерных моделей на задней части возле рамки номера видны линии в виде трапеции, что являлось следствием изношенности пресс-форм. Однако встречаются кузова и без этих трапеций возле рамки номерного знака. Также встречаются модели с практически полным отсутствием на левой стороне канавок, имитирующих дверные проемы. В 1989 году непродолжительное время на днище модели с трапецией опять появился номер А1. Также в конце 80-х появился Москвич-408 с багажником на крыше. Кроме того, на постномерных моделях в подкапотном пространстве появляются подпоры под капот. Их могло быть 2, 4 или вообще отсутствовали под капотом. Зеркало заднего вида становится не таким объемным, как было в первые годы производства, и упрощается до обычных линий. Москвич-408, кроме стандартного исполнения, производился с разнообразными надписями и изображениями на нем, что придает модели большую ценность для коллекционеров. Прежде всего ценятся олимпийские модели и малотиражные москвичи с памятными надписями. Вызывает интерес также модели с ошибочными каталожными номерами на днище, например А2 или А10. В период с 1991 по 2012 год основной цвет пластиковых салонов поздних моделей – это черный. В этот период встречаются разные яркие расцветки Москвич-408 и варианты исполнения спецавтомобилей. Хромирование, покраска и общее исполнение модели становятся хуже, и все чаще модель можно встретить пораженной цинковой чумой. Коробок на эту модель известно много вариантов, каждый из которых на сегодня представляет собой коллекционный интерес и стоят они недешево. Причем нередко коробка стоит дороже самой модели. Исключением, наверное, являются только самые распространенные так называемые радужные коробки, которые выпускались уже в 80-х годах. Цена на эту модель зависит от многих факторов, на которые влияют и цвет модели, и год ее выпуска, и состояние, и наличие коробки, и наличие надписей, а также какие-то редкие комплектации. Все указанные мною цены являются приблизительными на момент выхода этого обзора и могут изменяться с течением времени как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от спроса. Я ориентируюсь на цены с точки зрения их реальной стоимости и последних торгов на аукционах. На заоблачные цены на модели, которые висят годами в продаже, думаю, не стоит ориентироваться. Модель в хорошем состоянии советского периода выпуска по цене может стартовать от $10-20. Цена на самые ранние модели 1973 года непредсказуема и может доходить до нескольких тысяч долларов.
Ну а цены на аукционах за модели более массового выпуска периода 70-х доходят до $500. Столько же могут стоить модели с олимпийской символикой, с ошибочным дном или с редкими надписями, а также ранние коробки на эту модель. Всем спасибо за просмотр этого видео. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и делиться своими историями и впечатлениями об этой модели. В этом обзоре я попытался учесть ваши комментарии по Москве 412 и применил эти данные к Москве 408, так как они практически идентичны. Всем добра и мира и до новых встреч на моем канале.